Всем привет! Сегодня у меня на обзоре второе поколение бюджетных мультиканалок от OnePlus. Это наушники NordBuds 2R. Чуть больше года назад я делал обзор первого поколения этих наушников, которые сначала выпускались под названием OnePlus Buds N, а позже в глобальном исполнении как раз таки получили имя NordBuds. Именно тогда я и назвал данную модель лучшей в бюджетном сегменте. С тех пор уже много чего повыходило, и, к примеру, на данном этапе лично по моему мнению пальму первенства все еще удерживают Realme T100. Их до сих пор можно ухватить в районе 2000 рублей, а за эти деньги они очень даже хороши. Но сегодня история все же про OnePlus, так что смотрим на их изменения с прошествием года. Первое, что сразу бросается в глаза, это их внешний вид. Наушники и кейс подверглись не иначе как фрезерной обработке. Кто помнит, в первом поколении было очень много отточенных острых граней. Многим этот момент не понравился даже не с точки зрения эстетики, а больше с позиции удобства. Кому-то эти грани на ножках доставляли даже дискомфорт при использовании. Ну а теперь все скруглили. Кейс получился тактильно более приятным, а ножки наушников более удобными. Сборка, как и в первом поколении, отличная. Петля крышки с пружиной, неприятные стыки отсутствуют. На передней стороне расположен одиночный индикатор состояния, а сзади разместили разъем для зарядки. Кнопок активации и сброса здесь нет. Все манипуляции по поводу перезагрузки необходимо производить посредством сенсоров на наушниках. Емкость встроенного аккумуляторного блока кейса составляет 480 мАч, а в каждый наушник поместили батарею на 36. Подключение гарнитуры к смартфону происходит по открытию крышки кейса, причем, что характерно, для NordBuds 2R нарисовали всплывающую анимацию на родной OnePlus-овской оболочке. Напомню, что на сабфлагманской модели Buds Pro 2R такой штуки нет, и многие скажут, что это не особо-то и нужно. Однако на родных смартфонах бренда все настройки по наушникам находятся в корне Bluetooth подключений. И как раз таки анимация позволяет попасть туда сразу с главного экрана, минуя поход в настройки и далее по списку. В общем, на первый взгляд вроде бы это и мелочь, но штука на самом деле удобная. Ну а за связь со смартфоном здесь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3. Теперь давайте смотреть, что по наушникам. Внешние изменения в большей степени коснулись только ножек. Формы и размеры плюс-минус остались такими же. Лично меня посадка радовала и в первом поколении, но здесь стало еще лучше. Корпуса полностью матовые, а за счет формы и удобных амбушюр из комплекта наушники сидят в ушах довольно глубоко и монолитно. Сетки на соплах звуководов полимерные, но в стоковых насадках имеется защитная перфорация, что в случае длительной эксплуатации будет непременно плюсом. Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IP55, так что заниматься спортом в них очень даже можно, причем не только в помещении. Сенсорные области для управления функциями мультимедиа остались на своих местах. Они выделены специальными глянцевыми кругами, и нащупать их вслепую можно без особых проблем. Как и в предыдущем поколении, жесты управления можно легко переназначить, и для этого в родных смартфонах бренда необходимо посетить Bluetooth настройки. Для всех же остальных понадобится скачать и установить программу Hey Melody. Из доступных действий здесь имеется одинарное, двойное и тройное касание, а также жест на длительное удержание сенсора. А вот из функций нам предлагают выбрать плей-паузу, переключение треков вперед и назад, вызов голосового ассистента или же активацию игрового режима. При всем при этом, если возникнет такая необходимость, любой жест можно отключить вовсе. С регулировкой громкости OnePlus по-прежнему никак не может подружиться. Здесь такой функции для выбора не предоставили. Действие на долгое удержание сенсора отвечает за единственную опцию – это переключение между сопряженными устройствами. Именно такая разновидность мультипоинта, как и в первом поколении, доступна в данной модели. Возможно, это не так удобно, нежели вариант с интеллектуальным способом, но все же сценарий на два девайса сюда производитель добавить не забыл. Работает функция корректно, переключение происходит довольно быстро. Встроенных датчиков автопаузы в модель на этот раз также не добавили, что отчасти, наверное, было ожидаемо, учитывая стоимость самой гарнитуры. И если же говорить о софтверных возможностях в целом, то тут не особо есть где разгуляться. Из настроек тут есть разве что управление наушниками, о котором я уже рассказал, функция поиска наушников и звуковой модуль с 3 готовыми пресетами и ручным шестиполосным эквалайзером. Динамики на изменения откликаются быстро, так что настраивать звучание под себя будет очень удобно. По аппаратной части над звуком здесь трудятся одинарные динамические излучатели диаметром в 12,4 мм, а само звучание передается по аудиокодеку AAC, помимо которого стандартно доступен и SBC.
Что же касается качества самого звука, то перед нами отличный пример того, как не испортить былое впечатление. Прошлые Buds N играли великолепно, и новое поколение не осталось в стороне. Даже в стандартном пресете звук очень насыщенный, такой подойдет под большинство популярных жанров музыки. Здесь имеется очень хороший баланс по частотам, с которым можно работать, применяя местный ручной эквалайзер. Кому надо больше баса, смогут его добавить. Тем же, кто испытывает недостаток в детальности на середине, также без проблем отрегулирует и это направление. Как и во всех прошлых моделях, звук у OnePlus мне очень понравился. Плюсом ко всему, сами по себе наушники очень громкие, и на максималках ничего не хрипит и нет перегрузов. Драйверы справляются отлично. Как это происходит уже очень-очень давно, я тестировал автономность наушников на абсолютном максимуме возможностей. Стопроцентная громкость при сбалансированном пресете, что стоит по умолчанию, максимальный аудиокодек AAC. И вот при таком раскладе наушники отыграли на одном заряде 4 часа и 32 минуты, что при учете максимальной громкости очень даже неплохой результат. И если же говорить об игровых возможностях гарнитуры, то при активации специального режима с низкой задержкой играть действительно становится комфортно. Лично я, будучи игроком не профи сегмента, дискомфорта в отставании звука от картинки не испытывал. По моим замерам, на шутере PUBG Mobile наушники выдали интервал по задержке от 120 до 160 миллисекунд, что является неким стандартом в нынешних реалиях. Да и при просмотре видео на YouTube на слух все работает синхронно. Ну что же, вроде бы все самое основное я про эти наушники рассказал, так что теперь пришла пора послушать, как новый Nord Buds 2R работает в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Друзья, ну а вот и настало время теста работы микрофонов. Наушники OnePlus Nord 2R. Вот такие вот новенькие наушники бюджетные от OnePlus. Ну и, собственно, по традиции, первым я решил сделать автомобильное тестирование на полном ходу. Скорость у меня порядка 90 км в час. Я открываю окна с двух сторон. Ну и тем самым сюда запуская порывы ветра, есть шум от дороги, от проезжающих мимо автомобилей. Это Ярославское шоссе. Здесь, скорость разрешенная 110, но 110 я давать не буду. Тем не менее, шумные автомобили проезжают. Плюсом ко всему есть у нас и история с ветром, с порывами ветра. Ну и все как обычно по классике. Слушаем, как отрабатывают встроенные микрофоны, ну и оцениваем качество. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках OnePlus Buds Nord второго поколения. Собственно, вот таким вот образом они отрабатывают довольно шумные локации. Сейчас подо мной проезжают две электрички, с правой стороны от меня куча машин проезжает, есть такой легенький ветерочек на мосту. Ну и в целом можно примерно прикинуть, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках в такой вот довольно-таки шумной такой локации, в которой тесты проходят довольно-таки не все микрофоны и не все даже самые дорогие наушники. Ну и заключительный третий тест микрофонов в наушниках OnePlus Nord Buds 2R уже в обычных таких условиях. Это комната, здесь есть только реверберация от стен, то есть никаких шумов посторонних здесь нет. Примерно как-то так будет вас слышать собеседник, если вы будете с ним разговаривать по телефону с помощью данной гарнитуры, ну, находясь у себя в квартире или в доме. Соответственно, ну, примерно какое-то такое вот будет звучание у вашего голоса, то есть через эти микрофоны. Можно оценить качество, напишите в комментариях, понравились ли вам микрофоны в этих наушниках. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать, что OnePlus Nord Buds 2R получились очень даже хорошими наушниками. По основным техническим характеристикам и по звуку у меня особых претензий к ним нет. Это хорошая, недорогая гарнитура для каждодневного использования. В принципе, при средней цене в плюс-минус 2500 рублей их можно смело рассматривать к покупке, в особенности если вы являетесь владельцем смартфона OnePlus. В сравнении же с первым поколением наушники стали удобнее в использовании и приятнее по внешней составляющей, что я считаю хоть и небольшим, но все же плюсом. Прошлогодние OnePlus Buds N меня в этом плане тоже приятно радовали. Ну а на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Надеюсь, информация из этого обзора была для вас полезной и поможет определиться с выбором. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.